Всем привет! Вы на канале Вязаные истории, меня зовут Юлия. Это видео четвертая заключительная часть по вязанию вот такой прекрасной девочки. В первых трех частях мы уже связали тело куколки, голову, все оформили, чепчик связали. Сейчас осталось нам связать только вот такой сарафанчик. Так что мы с вами продолжаем дальше. Приятного вам вязания! Вязание сарафана начинаем с основного цвета. Набираем 39 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, 7, 38 и 39 воздушных петель. Вязание мы начинаем с 8 петли. Первые 7 пропускаем, это будет петелька для пуговиц. Начиная с 8 петли провязываем подряд 32 прибавки. То есть в каждую петлю по 2 столбика. Провязали ряд, получилось 64 петли. Дальше вяжем следующий, второй. Провязываем 2 воздушные петли, разворачиваем вязание. Это платьюшко, сарафан будет вязаться поворотными рядами. И потом в конце мы его просто сошьем сзади. Во втором ряду мы провязываем 64 полустолбика с накидом. Второй, третий и так до конца ряда. Провязали. В третьем ряду провязываем 4 воздушные петли. Первая, вторая, третья, четвертая. Разворачиваем вязание. Дальше идет узор у нас одинаковый. В четвертую петлю мы провязываем 3 столбика с накидом и плюс воздушная петля. Отсчитываем первая петля, вторая, третья, в четвертую. Начинаем вязать. Первый столбик с накидом. Третий. 1 воздушная петля. Теперь снова считаем. Первая петля, вторая, третья, в четвертую. Провязываем точно так же. 3 столбика с накидом. Воздушная петля. Повторяем так до конца ряда. Получается 15 раз. Вязали 15 раз. В конце у нас остается еще 4 петли. В четвертую мы провязываем 1 столбик с накидом. Не 3, а 1. Вот такой на данный момент получается узор. Давайте примерим на куколку. Если у вас деталь получается маленькая, то я советую взять крючок большего размера. Не менять количество столбиков, а именно регулировать размером крючка. Теперь нам нужно поменять нить на желтый цвет. Идет желтый, оранжевый, красный, синий. Для этого 2 петли на крючке оставляем в последнем столбике. Меняем на следующий цвет. Набираем 3 воздушные петли. Вязание разворачиваем. Дальше начинается сложный ряд, поэтому я буду вам показывать медленно. Мы делаем 2 накида и вводим крючок не в этот ряд, где мы сейчас вязали 3 столбика в одну петлю, а в предыдущий, где у нас были полустолбики. Вот мы пропускали 3 петли между и вводим крючок в третью. Вытягиваем нить, провязываем первый накид, второй и сам столбик. Дальше провязываем 1 столбик с накидом под воздушную петлю третьего ряда, которая у нас между этими 3 столбиками с накидом в одну петлю.
Провязываем воздушную петлю. Дальше мы вяжем в следующую арочку. Получается 1 столбик с накидом. Делаем 2 накида в среднюю петлю. То есть вот первая, вторая, третья. Вот мы в среднюю вторую петлю провязываем столбик с 2 накидами. И снова столбик с 1 накидом в арочку. Воздушная петля. Провязываем вот эту комбинацию до конца ряда. Покажу сейчас еще раз. Провязываем 1 столбик с накидом в арочку под воздушную петлю предыдущего ряда. Столбик с 2 накидами мы провязываем во вторую петлю второго ряда. Один столбик с накидом в арочку под воздушную петлю. И 1 воздушная петля. Провязываем так до вот этой арочки. То есть эту еще провязываем также, а вот последнюю в ряду я вам покажу. Она вяжется немножко по-другому. Провязали, в конце у нас воздушная петля. Теперь следующий. Мы в арочку в эту провязываем 1 столбик с накидом. Первый. Дальше столбик с 2 накидами также в среднюю петлю второго ряда. И столбик с накидом мы провязываем в третью воздушную петлю на цепочке. Столбик до конца не довязываем, оставляем 2 петли на крючке. Обрезаем нить желтого цвета. Если ориентироваться на первоначальные цвета, то это у нас сейчас идет оранжевый. У меня будет во втором варианте фиолетовый. Присоединяем нить, довязываем столбик до конца. Набираем 4 воздушные петли. Первая, вторая, третья, четвертая. Разворачиваем вязание. Провязываем следующий ряд точно так же под арочки. Вяжем 1 столбик с накидом. Я вам буду показывать начало, конец ряда, как их заканчивать, а середина вот остается вся одинаковая. Дальше делаем 2 накида и провязываем. Вот здесь у нас есть в зеленом ряду 3 столбика с накидом, в средний провязываем столбик с 2 накидами. И 1 столбик с накидом в арочку из 1 воздушной петли. Воздушная петля. Дальше также вторую. 1 столбик с накидом под арочку. Столбик с 2 накидами в петлю зеленого ряда. И 1 столбик с накидом под арочку. Воздушная петля. Вяжем так до последней арочки. Дальше покажу, как вязать в конце ряда. Провязали ряд. Здесь у нас заканчивается воздушной петлей. Дальше делаем накид и в третью петлю мы провязываем столбик с накидом. Так, до конца его не довязываем, обрезаем нить. Берем следующий цвет. Довязываем столбик синим. У вас это может быть любой другой. Набираем 3 воздушные петли. Разворачиваем вязание. Делаем 2 накида. Провязываем в средний желтый столбик. Столбик с 2 накидами. Дальше столбик под арочку из воздушной петли. Воздушная петля. Все дальше повторяем, как предыдущие ряды. 1 столбик с накидом, столбик с 2 накидами, средний столбик желтого ряда и еще 1 столбик с накидом под воздушную петлю в арочке. Воздушная петля. Провязали, заканчиваем ряд таким образом. Вяжем так же, как мы делали в зеленом ряду. Вяжем 1 столбик с накидом под арку.
столбик с 2 накидами, и столбик с накидом в 3-ю воздушную петлю. Ряд до конца не довязываем, меняем на следующий цвет. Набираем 4 воздушные петли. И дальше вяжем все как до этого. В арочке столбик с накидом, столбик с 2 накидом, столбик с накидом, воздушная петля. Вяжем так до конца ряда. Довязали до конца ряда. Здесь закончили воздушной петлей и столбик с накидом в последнюю. До конца не довязываем. Меняем нить на зеленый. И следующие 2 ряда мы провязываем зеленым цветом. Набираем сейчас 3 воздушные петли, разворачиваем вязание, вяжем столбик с 2 накидами, и 1 столбик с накидом под арку, воздушная петля. Все дальше также по узору вяжем до конца ряда. Довязали. В последнюю арку мы вяжем 1 столбик с накидом, столбик с 2 накидами, и столбик с накидом в 3-ю петлю. Здесь уже нить не обрезаем, продолжаем вязать дальше. Набираем 4 воздушные петли, разворачиваем вязание и провязываем все то же самое зеленым цветом. То есть это получается зеленым цветом 2-й ряд. Довязали ряд, в конце провязываем столбик в последнюю петлю. Довязываем его не до конца, меняем нить на Alize Soft. Набираем 3 воздушные петли, разворачиваем вязание и вяжем тот же самый узор этой пряжей. Столбик с 2 накидами, столбик с накидом, воздушная петля. Под следующую арку также столбик с накидом, столбик с 2 накидами, столбик с накидом, воздушная петля. В общем, все то же самое, просто пушистой пряжей. Довязали ряд, в последнюю арку провязываем столбик с накидом, столбик с 2 накидами и столбик с накидом в 3-ю воздушную петлю. Воздушная петля, нить вытягиваем длинную, чтобы сшить вместе сейчас вот этот ряд последний, и обрезаем. И вот что у нас с вами получилось. Складываем юбочку, сшиваем ряд из софти, 2 ряда зеленого, каждый своим цветом: синий, голубой, фиолетовый. Желтый и зеленый уже сшивать не надо, мы оставим их. Просто спрятать концы нитей и пришить пуговичку. Получится у нас вот такое красивое платьишко или сарафанчик. Все сшили. Пуговку я еще не пришивала, но пришью сейчас попозже. Вот так у нас выглядит низ сарафана. Теперь осталось связать лямочки.
Между лямочками спереди у меня 8 столбиков. На одну лямочку приходится 4. Получается, отмечаем 1, 2, 3, 4. Это останется между лямочками. С этой стороны 4, с другой стороны 4. И на саму лямочку 1, 2, 3, 4 столбика. Присоединяемся основным цветом. Набираем 2 воздушные петли. И провязываем 3 полустолбика с накидом. Первый, второй, третий. 2 воздушные петли. Вязание разворачиваем. По изнаночной стороне мы провязываем 3 полустолбика с накидом. Первый, второй, третий. 2 воздушные петли, разворачиваем, снова 3 полустолбика с накидом. Первый, второй, третий. И так вяжем необходимую длину, чтобы присоединиться со стороны спинки. У меня получилось на лямочке 13 рядов. Потом провязываем воздушную петлю, нить вытягиваем и пришиваем со стороны спинки. Вторую лямочку вяжем точно так же. И после украшаем кофточку полубусинами. Вот и все. Мы с вами связали сарафанчик, и полностью у нас куколка готова. Благодарю вас за совместное вязание, за совместно проведенное время. Надеюсь, результат вам очень понравился. Всем пока. Увидимся в следующих видео.